Всем привет! С вами художественная студия Вики Арт, и сегодняшнее занятие посвящено светотеневым градациям. Вы узнаете, как передавать объем на плоском листе. Для примера я взяла форму яблока, и вначале я нарисую реалистичный рисунок, вы посмотрите Speed Paint. А потом я зарисую определенную схему, в которой будут указаны все светотеневые градации с их нюансами. И моя схема несколько отличается от классической традиционной, потому что я выделяю большее количество, не скажу градаций, но нюансов в этих градациях, которые можно обозначить конкретными пунктами, на которые, если не обращать внимания, предмет не будет выразительным. Итак, начнем. Первое, что нужно сделать, конечно же, наметить контуры и форму яблока. Также я отмечаю линию собственной и падающей теней и проштриховываю их сплошным пятном. Рисую хвостик, падающую тень от хвостика. Я умышленно не выделяю контур яблока на данном этапе. Внутри теневых пятен нет жестких контрастов, и контуры предметов могут пропадать внутри теней. Также вы могли обратить внимание, что направление штриха я выбрала произвольное, наиболее удобное мне, и оно пока не имеет ничего общего с объемом и формой яблока. Теперь, когда намечено общее пятно тени, нужно поставить яблоко на поверхность. Я затемняю падающую тень в целом и делаю акцент в том месте, где оно касается стола. Для того, чтобы не было жесткого контура внутри теневого пятна, я сразу намечаю отражение падающей тени на форме яблока. Теперь важно показать теневой полутон, который поможет передать округлость формы. Следом я перехожу к световому полутону. Вообще художники часто рисуют от темного к светлому, и это считается академически правильным. На любом этапе работы должно быть видно, куда падает свет, какая форма теней. Если вы рисуете не один предмет, а несколько, и они разного тона, то должно быть видно, какой из предметов темнее, а какой светлее. Хотя опытные художники не всегда придерживаются этих этапов, они знают, что главное в рисовании правильно передать пятна света тени, независимо от того, цветной это рисунок или черно-белый. Если вы видите, что теневое пятно становится слишком светлым, когда на предмете появились полутона, можно вернуться и затемнить его. Вообще, первоначально тень закладывают тоном рефлекса, с учетом, что будет еще несколько слоев штриховки, и каждый последующий из них будет темнее предыдущего и будет иметь более явное направление штриха, который ложится по форме. На самом деле, направление штриха имеет ключевое значение в передаче объема предмета. Обращайте внимание на то, какие изгибы и округлости имеет предмет. Выбирайте такое направление линии штриха, которое поможет подчеркнуть форму. Теневой полутон – это та градация, которая передает настоящий тон и цвет предмета, а также шероховатость, фактуру и материальность. Поэтому очень важно сделать видимое направление штриха именно в этой градации, тем самым подчеркнуть направление формы предмета. Я снова возвращаюсь к пятну тени и в этот раз наиболее явно показываю то место, где яблоко ближе всего выступает в объеме, таким образом вытягивая его визуально ближе к зрителю. Не забываю показать объем хвостика. На нем есть все те же градации, только в уменьшенном виде, и падающая тень от хвостика на яблоко, которая темнее ближе к основанию хвостика. Падающая тень должна быть темнее под самым яблоком, и после того, как мы затемнили яблоко, приходится возвращаться и снова затемнять ее. Вот такое яблочко получилось у меня, а теперь я расскажу, что и как я делала поэтапно. Сейчас я буду рисовать такую себе мозаику, чтобы конкретно выделить каждую градацию, подписать ее, и я думаю, тогда вам все станет понятно. Я наметила форму яблока, сейчас намечаю линию собственной тени. Если вы хорошо прищурите глаза, будете смотреть через ресницы, то эта линия будет иметь очень четкие очертания. Здесь она идет вдоль горизонтального овала яблока, а здесь вдоль вертикального овала яблока. То есть яблочко у нас имеет вот такую форму, таким образом становится объемным. Очень важно штриховать по форме яблока. Свет, источник освещения у нас отсюда. И примерно перпендикуляр имеет вот здесь переход линии света и тени. Дальше падающая тень начинается всегда из одной точки с собственной тенью для предметов, которые плотно стоят на плоскости. Падающая тень, удаляясь, будет немножко расширяться. Хвостик дорисуем условно. Падающая тень от хвостика тоже по форме яблока поднимается и немножечко расширяется у края. Есть блик на самой выступающей части напротив света. Давайте буду сразу подписывать. Это блик. Вокруг блика есть пятно самое светлое. Это свет. Вдоль линии тени идет мягкий переход
тени на свет. И это создает ощущение округлого предмета. Вот эта линия – это теневой полутон. Теневой полутон передает собственный тон и цвет предмета. Тоном я называю темноту, а цвет – это яркость и оттенок предмета. Все вот это пространство, которое у нас осталось, это световой полутон. Где бы мне это написать? Световой полутон немножко светлее теневого полутона, и в нем уже присутствует оттенок цвета источника освещения. Свет еще светлее, чем световой полутон, и в нем больше цвета источника освещения. Блик имеет очень слабое отношение к цвету самого предмета. То есть и на красном, и на зеленом яблоке блик будет примерно одного цвета, в зависимости от того, какая лампа на него светит. Вот эта часть – это все собственная тень. Внутри нее есть самое темное пятно, которое находится ближе всего к зрителю, на самой выпуклой части предмета. Оно всегда находится в начале тени, то есть оно касается этой линии. С разных точек зрения вот это пятно может приобретать разную форму. Оно может то сужаться, то растягиваться в зависимости от того, какую часть собственной тени мы видим. То же самое блик, он меняет свое положение в зависимости от того, с какой стороны мы смотрим на предмет. Это место я называю ближайшее место к зрителю. Что у нас еще интересного есть внутри собственной тени? Это рефлексы. Свет попадает не только на яблоко, но и на плоскости вокруг него. Частично свет поглощается плоскостью, а частично отражается от нее во все стороны. И частичка отраженного света попадает на яблоко, на все предметы, которые вокруг находятся. Такой отраженный свет может проявляться только внутри тени. Это у нас будет рефлекс от горизонтальной плоскости. Рефлексов всегда на предметах как минимум два. От горизонтальной плоскости и от вертикальной плоскости, если там есть вертикальная стенка, или от вот этой части горизонтальной плоскости все равно отражается свет на яблоко. То есть вы видите, что контур яблока вот здесь, он слегка светлее, чем яблоко внутри. То есть это рефлекс от вертикальной плоскости. Кроме этого, еще есть отражение падающей тени. Вовнутрь тени не попадает свет, который светит на яблоко и везде вокруг. И поэтому часть яблока, которая касается стола, будет темнее тоже, чем вся собственная тень. Она может быть такой же темной, как ближайшее место к зрителю, может быть немножко темнее или светлее в зависимости от обстоятельств, от тона плоскости, на которой стоит предмет, и от интенсивности самого освещения. Вы сравниваете просто эти места между собой. Значит, это у нас отражение падающей тени. У нас осталась, собственно, сама падающая тень. Вот это место под яблоком должно быть очень жестко подчеркнуто для того, чтобы яблоко плотно стояло на плоскости. Уходя от предмета, она немножко расширяется и высветляется. При этом ближняя линия, ближний контур падающей тени всегда будет четче, чем дальний. И ближе к предмету падающая тень будет тоже четче и темнее, гораздо темнее. И удаляясь от предмета, она будет плавно рассеиваться, и контур ее будет становиться мягким и тоже рассеянным. Хвостик я тоже поделю на свет и тень. То есть вот это у нас тень, и есть мягкая полосочка света. Даже я бы сказала, здесь у нас свет, здесь полутон, а вот это тень. Это падающая тень от хвостика, и она в этом месте, в начале падающей тени, она темнее, чем собственная тень на яблоке. Также здесь есть кусочек света, который как раз попадает на эту падающую тень. Вокруг него световой полутон, здесь теневой полутон. То есть здесь вы видите темнее, потому что здесь такой же кусочек, как вот эта вот плоскость, которая создает переход собственной тени на свет. Для того, чтобы яблоко выглядело объемным,
Да и не только яблоко, а любой предмет, который вы захотите нарисовать. Самое важное, существует 3 градации. Это самая левая, самая правая и посередине. Вот если эти 3 градации будут четко выражены на предмете, то он сразу станет объемным. Какими бы вы полутонами ни рисовали красиво и мягко, очень важно, чтобы светлая сторона у края затемнялась световым полутоном, темная сторона со стороны тени высветлялась рефлексом от вертикальной плоскости, и чтобы середина предметов приближалась к зрителю вот этим темным пятном. Это очень важно. Давайте сейчас пронумеруем все градации от светлого к темному. Блик у нас самый светлый. 1. Свет вокруг блика. 2. Световой полутон со всех сторон вокруг света. Это 3. Теневой полутон. Мягкий переход между световой частью предмета и теневой. Это 4. Передает натуральный тон и цвет предмета. Если источник освещения находится близко или очень интенсивный, тогда мы будем видеть четкую линию начала собственной тени, и ширина теневого полутона будет становиться очень узкой. Таким образом, предмет будет очень контрастным. Если у нас мягкое дневное освещение или очень рассеянный свет лампы или нескольких даже ламп, то у нас будет мягкая линия начала тени и очень широкий теневой полутон. Чем ближе лампа, тем больше она искажает цвет предмета. Ну, о цвете поговорим в следующем видео. Следующая градация – это у нас рефлексы. 5. И этот рефлекс тоже 5. Они могут быть разного цвета, разной интенсивности, и рефлексов может быть не 2, а намного больше, в зависимости от того, сколько разных предметов находится вокруг вашего. От каждого из них будет идти рефлекс, прихватывая с собой не только высветление, но и оттенок цвета, от которого рефлекс падает. 6. Собственная тень. Она темнее, чем рефлекс. 7. Ближайшее место к зрителю и отражение падающей тени. И 8. Это падающая тень. Падающая тень в ее начале под самым предметом всегда темнее, чем собственная тень, даже если это темный предмет на белом фоне. Для того, чтобы он плотно стал на землю. Если здесь будет недостаточно темно, будет ощущение, что предмет завис в воздухе или как-то не совсем плотно касается поверхности. Это 8 номер. Моя схема очень отличается от классической традиционной схемы светотеневых градаций. Обычно выделяют всего 7. Вы видите, у меня получилось 8, и 2 из них повторяются. То есть, по сути, 9-10. 10 моментов, 10 нюансов, которые я выделяю на предметах. Если на этом яблоке разобрать такую схему. Вот у нас блик, вот свет. Я сейчас показываю контуры, которые здесь есть. Вот у нас световой полутон. И здесь, соответственно, световой полутон, свет. Блика здесь недостаточно, только свет. Теневой полутон создает мягкий переход между светом и тенью, и он темнее, чем световой полутон. Рефлекс темнее, 2 рефлекса, чем теневой полутон. Собственная тень, вот ее линия, темнее, чем рефлексы. Ближайшее место к зрителю, самое темное пятно внутри собственной тени. Отражение падающей тени создает мягкий переход между предметом и падающей тенью. Здесь никогда не должно быть видно четкого края контура формы, который разделяет падающую тень от собственной. Ведь если вы посмотрите прищуренными глазами на предметы, на любые предметы, которые хорошо освещены лампой, имеют четкую границу собственной тени и яркую падающую тень, то вот это пятно сольется в одно. И вы увидите, что предмет делится как бы на 2 части, на теневую зону и световую. Причем теневая зона объединяет между собой собственную падающую тень, и между ними нет никакой границы четкой.
И сама падающая тень темнее под предметом, чем начало собственной тени, ближайшее место к зрителю. Падающая тень от хвостика яблока темнее, чем ближайшее место к зрителю. Просмотрев свое видео, я поняла, что свет падал неудачно, и графит вот таким образом отсвечивал. Поэтому решила заснять еще отдельно яблочко, чтобы вы могли оценить контраст и воспринять его так, как видела его я. А это яблоко, которое разбито по градациям, я решила затушевать, чтобы более наглядно можно было просмотреть все светотеневые градации и их соотношение по тону между собой. Вот такой урок у нас получился. Я надеюсь, что информация была для вас полезной, и вы сможете ее применить на практике. Если вы будете что-нибудь рисовать, пожалуйста, делитесь. Я всегда очень рада вашим успехам. Мне интересно, к чему приводят мои уроки. Если вам все понравилось, не забудьте поставить лайк. Я желаю вам успехов в рисовании. С вами была Виктория Чеприяновская и художественная студия Вики Арт. Подписывайтесь на канал.